если у человека непонятна болезнь, если врачи не могут поставить диагноз, вы видите, что есть, некие какие-то болезни органов и прочее, прочее, непонятно, да, от чего лечат, что и так далее. Как правило, это наведенная болезнь, потому что болезнь приобретенная или болезнь вследствие чего-то, это все-таки выявляется врачами и лечится. Если никто не может понять, что происходит у человека, значит, навели ему эту болезнь, и эта болезнь его жрет. Это порча, болезненная порча. То есть снять болезнь, но ту болезнь, которая наслана. Безусловно, я вам еще раз повторяю, не беритесь за лечение таких трудных, страшных, смертоносных болезней, потому что время очень дорого для этого человека, каждый день судьбоносный. И если вы будете брать на себя такую функцию, и если человек помрет, то вина на вас. Вы не имеете права трогать. Это врачи лечат. Но если врачи не видят причин, но человек чахнет, это наверняка наведенная болезнь. То есть болезнь порча. Делается это таким образом. Попросите человека 3 дня носить либо рубашку, либо майку. В общем, то, что носит. 3 дня. Если он даже купается, моется, пускай он ночью это одевает. А вообще желательно, чтобы он 3 дня не снимал. Ничего страшного не будет. 3 дня можно перетерпеть, если это касается твоей жизни. Согласны? После, на 3-й день, утром, просыпаясь, он еще не умывшись, ничего, рвет на себе эту рубашку, просто рвет напополам. Рвет и так снимает себя. Ложит аккуратно в какой-нибудь пакет и приносит вам. Если человек далеко находится, если болезнь этого человека усугубилась, невозможно лечить, врачи не могут найти, это я говорю все, дорогие мои ненаглядные, это все из моей практики. Поэтому я вам говорю, если вы лечите человека, вытаскиваете, если вы очищаете, ни в какую, опять что-то не то, опять не до конца, вот сделайте вот это. Это уникальная вещь, которая, просто раз и навсегда поможет вам от этого избавиться. Это на основе древнеармянского ритуала, кстати, хочу сказать. Ритуал утерян, традиция осталась. Поскольку в детстве мне часто говорили, что рубашку порвали, унесли на кладбище, человек вылечился, и я не смогла найти, я вам честно, я не нашла заговор. Но я составила свой. И я еще раз вам говорю, что нас обучают, учат. Вот мы настолько смышленные, что, услышав, что есть такой ритуал, я к нему подобрала заговор. И этот заговор очень даже подошел. А может быть, этот заговор пришел мне как-то, знаете, может, он был в древние времена, не могу сказать. Но я хочу вам сказать, что то, что я говорю, это передано, это наверняка было до меня, может, вот не прямо слово в слово, но приблизительно так же было в древние времена. Именно поэтому мои ритуалы заговоры обладают этой силой, потому что они многовековые, просто переданы по новой сейчас мне. Это наверняка так, и тут даже сомнений быть не может. Потому что не могут так хорошо работать ритуалы заговоры простого человека, так работают ритуалы заговоры, переданные извне. То есть я всего лишь проводник. Через меня это передается. И делается, и творится. Итак, 3 дня носить рубашку. На 3-й день рвет, может издалека вам отправить, может принести отдать. Если человек приходит, вы с ним идете на погост. Это по желанию, можете одни сходить. Если человек издалека отправляет, естественно, вы одни идете. Далее вам нужно 13 монет. Значит, бутылка водки. И найти кладбищенский перекресток. Постарайтесь перекресток в старой части кладбища найти. Положите это туда, вот рубашку прям ложите, монеты рядом посыпьте. Чуть-чуть вылейте водки на землю и поставьте рядом. И 13 раз говорите. Через пот выйди, на погост поди, 13 чертей призову, 13 монет подарю. Через те 13 монет от болезни навеки простынет и след. С имя. Болезнь снята, 13 чертям отдана. Берите с глаз моих, унесите с имя, с него снимите. 13 монет вам подарок,
Водка вам угощение, пейте, да болезнь, опять имя, помяните. Словом сказано, делом сделано, 13 дел, 1 отдел. Все отделано, заклинаю. 13 раз прочитали, прямо вот так и оставляете и уходите. И постарайтесь хотя бы месяц с чем-то вот на этом погосте не появляться. Если этот погост тот, с которым вы часто работаете, значит, идите на другой погост. Если у вас налажена связь с погостами, вы уже можете особо не переживать. Здесь будете работать или на том кладбище, в любом случае у вас связь уже с мертвым миром налажена. И постарайтесь, месяц с чем-то на этот погост не заходить. Все, вы отдали эту болезнь. И вы увидите, как человек быстро выздоровеет.